Сегодня рисуем сюжет корейской культуры, на котором будет изображена чайная церемония. Особое внимание уделяется фигуре человека, и на заднем плане у нас с вами будет азиатская ширма, на которой будут изображены 4 благородных. А это именно слива Мэй, бамбук, орхидея и хризантема. Мы начинаем с человеческой фигуры. Работаем на рисовой бумаге, каллиграфической кистью, используя черную тушь. Сегодня будем работать только одним оттенком туши, концентрированным черным оттенком туши по упрощенному варианту. И кисть, которую я использую, это малая кисть. Состоит она из средне жесткого ворса. Воды на кисти в данной ситуации должно быть по минимуму, чтобы наши линии не расплывались и не текли на бумаге. Что важно? Важно соблюдать равномерность нажима на кисть при проведении линии. Работаем мы в основном мы работаем кончиком кисти, даже несмотря на то, что кисти малая. Работаем мы по контурной системе, то есть мы с вами сейчас рисуем так, как если бы мы наносили рисунок карандашом, например, под нашу европейскую акварель. То есть кисть у нас работает как карандаш. Особое внимание здесь уделяется линиям при изображении национального костюма, поскольку женский костюм корейский ханбок при движении создает очень красивые линии. И именно им уделяем особое внимание. Лучше всего иметь перед собой референс, если вы хотите изобразить какой-то сюжет традиционной корейской культуры. Далее мы рисуем предметы чайной церемонии по тому же принципу. Мы продолжаем работать так, как если бы мы рисовали рисунок карандашом. То есть мы наносим формы и очертания предметов. Затем, когда мы закончим весь этот рисунок, мы будем наносить поверх черно-белого рисунка цвет, когда он совершенно абсолютно высохнет. Предметы чайной церемонии я взяла с референса, с фотографии, и сейчас мы каждый из них в отдельности прорисовываем. Опять же напомню, что влаги на кисточке должно быть по минимуму, чтобы линии не растекались, а были четкими и нам нигде не напортачить. Девушка, мы ее рисуем, что она сидит на коврике, и сейчас мы изображаем чайник, под которым нарисуем такой же соломенный коврик. То есть мы рисуем предметы, уже нанося определенную текстуру, чтобы передать некоторую часть объема. Как вы видите, перспектива в данном рисунке тоже присутствует по тому, как мы изображаем стол и предметы. То есть у нас присутствуют ракурсы. И сейчас мы нарисуем еще один предмет, относящийся к чайной церемонии, это экибана. То есть перед девушкой, которая разливает чай, у нас должны находиться цветы. В данном случае мы рисуем хризантемы по тому принципу, как мы их рисовали раньше уже в предыдущих уроках. Мы работаем сейчас с контуром, потом заполним все это цветом. И нарисуем корзину. Корзину рисуем мазками, линиями. И так создаем ее форму. То есть рисуем ряды, состоящие из линий. Затем сверху мы покроем форму корзины цветом.
Теперь мы переходим к разметке той самой ширмы, о которой я говорила, что мы будем сегодня рисовать. Если вы можете все себе представить без разметки, это очень хорошо. Я же все-таки намечу немного себе основные параметры карандашом. То есть 4 деления, в которых я буду размещать 4 благородных. Я начинаю с камней, на которых будут располагаться растения. В данном случае я работаю линией, то есть я веду линию с остановками. Линия, остановка, линия, остановка, линия, остановка. Линия не прямая, достаточно волнистая и со сгибами, то есть я создаю форму камня. И затем уже на самом камне по тому же принципу намечаю некоторую текстуру. И затем я поставлю в некоторых местах камня точки, в прямом смысле этого слова. И для хризантемы и бамбука я тоже намечаю камни, которые будут частью рисунка, из которых они будут произрастать, рядом с которыми они будут расти. То есть мы наметили места для расположения орхидеи, хризантемы и бамбука. Сейчас я рисую сливу Мэй. Она рисуется по тому же самому принципу, как если бы мы рисовали ее большую, просто в данном случае я работаю малой кистью, потому что формат рисунка очень малый. То есть я прижимаю кисть и начинаю вести ее в нужном мне направлении, одновременно прокручивая ее в пальцах и в начале более прижимая кисть и к окончанию ветки менее прижимая кисть для более тонкой линии. По такому принципу рисую основные ветки. Теперь перехожу опять к орхидее. Рисую ее листья. Вначале я прижимаю кисть и затем в процессе движения все более поднимаю кисть, окончательно ее поднимая в воздух. И таким образом я создаю листья разной ширины, формы и в разных ракурсах. Мы намечаем растительность на камне, то есть мы располагаем это так, как если мы рисовали большую композицию. Просто здесь мы работаем в миниатюре. С одной стороны, в миниатюре работать гораздо легче, а с другой стороны, гораздо сложнее. Но принцип композиции здесь не меняется. Возвращаюсь к веткам сливы Мэй и немного обвожу ее форму контуром, форму веток контуром. Работаю кончиком кисти. Так поступаю со всеми ветками и подрисовываю более мелкие ветки в некоторых местах, работаю самым кончиком кисти и минимально прижимая кисть. То есть дополняю композицию. Теперь я расставлю точки на ветках, тем самым обозначая почки. Где-то более прижимая кисть, где-то менее, для большей точки, для точки большего размера и для точки меньшего размера. Теперь переходим к хризантемам. Хризантемы рисуются по принципу, в данном случае, ромашки. То есть хризантема может рисоваться по-разному. В данном случае выбрал самый простой способ. Это когда мы точкой обозначаем середину и вокруг контуром наращиваем ряды лепестков, так как если бы мы с вами рисовали ромашку. Размещаем, располагаем цветы по замыслу композиции. И как у нас рисуются стебли. Стебли рисуются линии от точки до точки. Для более толстой линии более прижимаем кисть, для более тонкой линии менее прижимаем кисть. То есть в принципе не меняются. Просто мы работаем в миниатюре, меняются масштабы, и, соответственно, кисть у нас малая, но, в принципе, работают те же. Продолжаем формировать композицию. Так нам кажется это красивым и уместным. Дорисуем еще несколько стеблей, и я решила добавить очень красивый элемент в виде таких осенних ягодок. Поскольку хризантема осенний цветок, эти ягодки я просто обозначаю точками.
И опять поставлю почки на стеблях хризантемы точками. Теперь возвращаемся обратно к орхидее. Орхидею тоже рисуем контуром. Вообще каждый предмет можно изобразить разными способами. Либо мазочным способом, когда мы создаем форму мазками, либо сначала нарисовать форму контуром и затем заполнить ее цветом. В основном сегодня мы будем работать по принципу контура, сначала создавая форму и очертания объекта, и затем уже в следующем видео мы будем заполнять эти формы цветом. Мы изображаем цветки хризантемы, ее лепестки, и располагаем их на стебле. У нас вы можете просмотреть весь список моих видео, где вы найдете отдельно в крупных масштабах написание каждой из 4 благородных. И сейчас мы переходим к сливе Мэй. Ее мы тоже рисуем контуром, точнее мы насаживаем цветки уже на прежде нарисованные ветки контурным способом. Мы помним, что 5 лепестков, но настолько все миниатюрно, что можно не очень сильно об этом беспокоиться. И последний – это бамбук, который мы тоже создаем контуром. В данном случае мы работаем линиями от точки до точки. У своего основания бамбук толще, к своему окончанию он тоньше. Не забываем прорисовать колено, обозначив их линии. И нарисуем более тонкие ветки, расположенные в сторону. Вообще контурный способ кажется мне более сложным, чем мазочный способ, который требует больше времени и аккуратности. Обозначим немного текстуру камней, уже высохшей сухой кистью с краской на ней, немного поскребя кистью по бумаге, по форме камня в некоторых местах. И теперь, что нам останется, одно из последних, что нам останется сделать, это нарисовать листья бамбука. Что, собственно говоря, мне кажется вообще самым сложным во всем том, что мы сегодня рисовали, поскольку отнимет достаточно много времени. То есть здесь нужно иметь перед глазами, мне кажется, референс, то есть как бамбук выглядит, чтобы соблюсти форму и ракурсы листьев. И теперь, когда мы с вами уже закончили прорисовывать все элементы, мы нарисуем, собственно говоря, саму форму нашей ширмы. Здесь можно воспользоваться линейкой. Я пользуюсь линейкой. Можно, конечно, проводить линии без линейки. Если пользуетесь линейкой, не забывайте ее периодически протирать, чтобы не испачкать работу. Если каждый раз после того, как провели линию, лучше протрите линейку салфеткой в этом месте. Итак, мы обозначаем, разделяем ширму на 4 части, разделяем наши 4 благородных линиями. И делаем, можно сказать, такую своеобразную, обводим ширму рамкой, что и будет нашими последними мазками на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, чтобы еще бы вы хотели, чтобы мы вместе с вами нарисовали. И не пропустите следующее видео, где мы будем наносить на эту картину цвет.